последнее время Таиланд радует особой эстетикой. Надеюсь, данная подборка будет полезным дополнением к вашим must-watch-коллекциям. Если бы вы знали, как я люблю триллеры, то спросили бы. А почему? Почему добавила в подборку ремейк ужастика? El internado Laguna Negra. История об интернате для одаренных детей со странными обрядами. Ой, бог, ты тоже тут? Назовем первую часть подборки «Выпускники школы F4». И, конечно же, я не пропустила Лакорн с этой парой. Апельсинчик, сочный витаминчик. Героиня одной из 3 линий мини-сериала – графический дизайнер. По жизни она стесняшка и сначала трудно находит общий язык с новым работником. Однако вскоре отношения пары заставят где-то грустить одного Тама. Как видим, Брайт у нас тоже без работы не остался. Полюбуемся красотами ночного неба и силой любви, прошедшей нелегкий путь сквозь года и личностный рост. А мы наблюдаем дальше, как Грэмми ТВ спасает актеров от клейма одной роли. Давай. Брайт Винны сыграли в душевном Лакорне о памятных вещах. Правда, это были разные сюжетные линии. Гетероволна подхватила и Вина. Ему досталась роль ветеринара, который не может забыть первую любовь. Да где находится эта школа? А героиня у нас девушка с характером. Укрощение строптивой по-тайски скоро на ваших экранах. Пока все выбирали ромкомы, тут осталась драма с разрушением многолетней дружбы, судебными разбирательствами и проявлением любви сквозь лютую ненависть. Если вы знаете другие работы этих актеров, комментарии всегда открыты для ваших советов. Просто врывается в нашу подборку сериал с мощным социальным посылом. Парень с ОКР спасает девушку с депрессией. После встречи на крыше герои обещают помогать друг другу. Без шуток, Лакорн стоит посмотреть. Жаль только, что героев поместили в разные возрастные группы. «Коварный Ромео» начала смотреть одним из первых. Романтическая история богатой наследницы, что полюбила простого парня. Но благодаря запретам консервативного отца все превратилось в гонку магнатов. Чтобы было понятно, я люблю жену, но бывают такие минуты. Вот если добавить комедию, то получается что-то по типу следующего Лакорна. Богачка идет против отца и знакомится с парнем в клубе. Выйти замуж за рандомного незнакомца. По мнению героини, именно так показывает ответственность и серьезность. А вы знали, что призраки выбирают самых несчастных героинь? Чтобы найти виновника преступления, девушке придется жить с 2 душами. Уйди, пожалуйста, я не твоя мама. И вместе с сыном пострадавшей будем гадать, кто же садовник. Сон Клин тоже медиум. Она часто оказывается в передрягах вместе с полицейским Сараном. Очень порадовало наличие юмора в Лакорне. А если все замиксовать с романтикой, то вообще заглядение. Заткнись, тупой олень! Окончательно нырнем в мистицизм с легендой о возрождении принцессы, которую ненавидят все местные. А профессор, который хотел разоблачить миф, внезапно оказывается ядром событий. То чувство, когда название уже раскрывает половину сюжета. Почти все обвиняют главного героя в бедах мужской линии семьи. Лишь малый круг не теряет человечности и заставляет задуматься, что за проклятие всех губит в самом деле. Героиня Лакорна «Небесный лебедь» жила в крайне нищих условиях, пока не узнала, что является принцессой, пропавшей во время мятежа. Казалось бы, вот оно счастье. Но как же избавиться от кармы страдалицы? Продолжая тему богатых наследниц, знакомимся с Сабанной. Ее ссылают во дворец с 2 красавчиками, которые устраивают целое состязание за сердце амбициозной красавицы и любителей а-ля вестерн лавстори. Вот этот Лакорн теперь один из моих любимых в интерпретировании сказок о принцессах. Девушки здесь ломают шаблон инфантильности и помешанности на первом встречном. Дальше история о суперзвезде, которую очень гиперболизированно изменили. Но серьезно, одной уже мало. Героиня же грусть утоляла со своим визажистом. Но что-то он явно скрыл. Дана не любит. Проснулись они вместе. Погоревали об ошибке и принялись ждать бэйбика. А парню стоило бы курсы отцовства преподавать. Прямо смотришь и восторгаешься. Очень заинтересовал Лакорн «Моя счастливая звезда». Что же случится, если внезапно столкнутся наследник ювелирной империи и мошенница, подделывающая украшения? Правильно, произойдет нелепое задержание. Блестяще. Благо, сценаристы не забыли об оправдывающих факторах и романтике. Главный герой следующего Лакорна, супер-мега-звезда с ужасным характером, пытается соблазнить милашку-ассистентку. Сейчас будет моська. Юбки кончены. Скажу по секрету, Человек-паук на самом деле очень даже неплохой парень. Довольно интересный семейный бизнес у нашей героини, которой пришлось покинуть учебу.
Хорошо, что помогает девушке никто иной, как богатый наследник под прикрытием. Правда, иногда он выдает себя сценами в традициях Дикого Запада. Кстати, о Диком Западе. Пропавшая дочь генерала 17 лет жила в другой семье. Теварат, сын мужа сестры, был для нее хорошим воспоминанием. Теперь же им предстоит бороться за титул и семейные ценности. Не забудьте рассказать, какие лакорны смотрите сейчас. До скорых встреч!